Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко из Центра Алхимия. И у нас сегодня будет расклад в 3 вариантах на тему «Что Луна уносит с собой?». Поговорим про убывающую Луну, вернее, не про саму, конечно, убывающую Луну, а про то, с чем вы туда вошли, с чем вы выйдете, что эта энергия уносит сейчас из вашей жизни с собой и что вам принесет новолуние. Работать будем на колоде Таро Тоннелла Луне. У нас будет 3 варианта, 2 чудесных камня с горы Фудзи от чудесной Ирины Юрьевны. Это будет первый вариант, это будет второй вариант. И этот без 5 минут практически хрустальный розовый камешек. Поэтому нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего. И давайте начинать. Все, кто выбрал вариант номер 1, камень красивый, не знаю, как вам его показать, потому что он все равно не так выглядит на экране, как он видит на самом деле вживую. Но это такая очень какая-то вот пульсация и монументальность. Вот что у нас несет в себе этот черный камень. Ну и выложим сейчас несколько карт на закуску. В конце варианта я рандомно выберу страничку из книжки малышки «Мистические откровения на каждый день», которую вы сможете купить, написав нашим админам по ссылке в Телеграм в описании к этому видео. В этом послании, которое я для вас прочитаю, и вы увидите его на экране, будет содержаться какая-то важная мысль для вас. Так, первый вариант. Что же интересного у вас тут будет происходить? Что интересного у вас тут будет происходить? Ну, выложим еще по одной дополнительной карточке. Так, поехали. Первый вариант. С чем вы вошли вот в эту убывающую Луну? С чем вы вошли? И у нас выходит аркан Сила, который говорит, что в эту убывающую Луну, в эту энергетику вы вошли человеком, который полностью контролирует себя, свою жизнь, свои чувства, эмоции, мысли. Вы тот, кто держит сейчас руку на пульсе. Вы преисполнены в каком-то смысле уверенности в том, что вы сможете справиться со всеми сложными задачами, которые жизнь будет перед вами ставить. И в том числе сможете реализовать все какие-то непредсказуемые события в своей жизни, чтобы добиться своей цели. И в качестве дополнительной карты у нас выходит 10 мечей, которая говорит о том, что несмотря на такой боевой настрой, вы вошли в этот период уже достаточно истощенным. То есть, возможно, многим из вас приходится сейчас прямо-таки прикладывать усилия для того, чтобы вы могли хоть как-то держать себя в тонусе, работать или делать какие-то важные дела, чтобы вы не рассыпались, чтобы вы не сломались, чтобы вы смогли пережить этот сложный период, потому что в настоящий момент времени, мне кажется, вы готовы совершенно ко всему. И прежде всего вы готовы к тому, что ваша жизнь меняется. И больше она не будет прежней, что-то там закончилось, уже завершилось, даже если внешне все еще выглядит так, как было всегда, и нет никаких изменений, внутренне вы прекрасно понимаете, что все уже меняется. И совсем скоро будет совершенно по-другому. С чем вы выйдете из этого периода времени? Выйдете вы однозначно человеком, который будет иметь в своем распоряжении уже какие-то ресурсы для реализации дальнейших своих каких-то задач, целей, может быть, мечт, желаний. Так как у нас на картинке в паже Пентаклей изображен человек, который читает увлекательную книгу, здесь нарисован Пентакль, то это точно какие-то инструкции, выполнив которые вы сможете в будущем извлечь для себя прибыль. Эта прибыль может быть финансовая, может быть это что-то другое, это может быть у кого-то отношения, у кого-то стабилизация жизни. То есть не важно, что это такое, важно, что вы получите какую-то информацию, какую-то новость, какие-то бумаги, документы, предложения, не знаю, инструкции, которыми будете руководствоваться. И у нас здесь в допах выходит 5 пентаклей, которая говорит о том, что выйдете вы подготовленным, безусловно, к тому, как у вас будет развиваться все дальше. И элемент этой подготовки и элемент этих действий, которые вам нужно будет делать в будущем, касаются, опять же, какой-то сложной
жизненной ситуации. Опять же, она может быть не обязательно суперсложная. Это может быть какая-то ситуация, которая не может быть решена обычным способом и обычным путем. Ее нужно будет решать как-то по-другому. И вот вы будете понимать, как именно вы сможете ее решить. То есть вам дадут инструкции, как эту сложную ситуацию в вашей жизни решить. Что эта убывающая луна унесет с собой? Вообще, навсегда унесет, чего не будет. И она унесет ожидания. Она унесет чувство безысходности, она унесет нехватку денег, она унесет ощущение какой-то глубокой, я бы даже сказала, глубочайшей неудовлетворенности своей жизни, четкое понимание того, что ваши какие-то усилия, результаты не увенчались успехом. То есть вот этот аспект вашей жизни закончится. И дополнительная карта говорит нам, что она для многих из вас унесет одиночество. Вот девятка пентаклей хоть и очень хорошая карта, но она такая демонстративная. Она показывает историю про то, как мы живем сами по себе. Даже если у нас и есть какие-то люди, но эти люди, как правило, находятся на некоторой дистанции, потому что нам нравится своя жизнь. Вот эта убывающая луна унесет у вас и чувство удовлетворенности, и привычку жить так, как вы хотели, так, как вам нравилось. Привычку жить самой по себе или самому по себе. В том числе, может быть, у кого-то из вас она унесет какие-то сэкономленные капиталы или деньги, потому что, возможно, исходя из этого пажа пентаклей, вам придется эти деньги вложить куда-то в вашу новую жизнь. Что вам принесет новолуние в итоге? Новолуние приносит вам 13-й старший аркан. Чудесный на самом деле аркан, который говорит о том, что король умер, да здравствует король. Старая жизнь умерла, да здравствует жизнь новая. Принесет массу неожиданностей новолуние, причем однозначно эти неожиданности будут касаться формулировки, которая звучит так: все будет не так, как ты хочешь, но гораздо лучше, чем ты мог себе представить. Вот то, за что вы, может быть, сейчас держитесь в своей жизни, или то, с чем вам не хотелось бы прощаться, все равно, наверное, с этим придется попрощаться и придется это отпустить, потому что будущее не ждет, и тут вам Луна, не знаю, мир, Вселенная приготовили какие-то совершенно другие вещи. В допах у нас выходит паж жезлов, который говорит о том, что точно будут новые возможности. Да? Новолуние принесет вам возможность сделать то, что вы хотите. Опять здесь какая-то новость. Опять здесь какие-то поездки. Опять здесь какие-то планы, которые будут реализованы вами, причем достаточно быстро, потому что если паж пентаклей немного медлителен и инертен, то паж жезлов как раз-таки слишком скор. И это человек, который не привык долго думать. Человек, который пытается очень быстро все решать. Поэтому, простите, впереди вас однозначно ждут какие-то перемены, очень благоприятные. Здесь у кого-то встряхнется работа, у кого-то, судя по всему, встряхнется наконец-таки жизнь, в том числе и личная. Потому что, судя по этим двум картам, многие люди, кто выберет первый вариант, имеют какие-то проблемы, связанные с любовными отношениями, с личной жизнью вообще. А тут ситуация все равно устаканится и даст вам что-то новое, чего у вас не было. Теперь я предлагаю вам загадать какой-то вопрос. Сейчас я рандомно на генераторе чисел здесь выберу какое-то число, но вернее не я выберу, выберет генератор. А я вам зачитаю послание из книжки, которое вы потом увидите здесь у себя на экране. Сразу покажу, вот у меня здесь такая генератор чисел, который мы будем смотреть. Поэтому загадывайте вопрос и давайте посмотрим, что у нас там будет. Так, сейчас у нас там сгенерируется какое-нибудь число. Какой-то дурацкий генератор у меня здесь, слушайте. Он вообще ничего не генерирует. Мы откроем сейчас другой генератор, который точно что-то у нас сгенерирует. Еще и красивенький. Так. Значит, мы выберем страничку 213 и страничку 10. И сейчас у нас что-то выйдет.
я так думаю. И у нас выходит страничка 79. Видите, здесь еще и такие звуки чудесные. Значит, первый вариант, страница 79. И что же у нас тут книжка-малышка в 79 странице рассказывает вам интересного? О, боже мой, слушайте, она рассказывает вам историю, которая звучит так. Называется «Цикличность». Все плохое неизбежно заканчивается, и начинается новая жизнь. Вот такой вам ответ. Страничку эту покажу на экране. Вот сейчас, смотрите. Вот такое вам послание, ребята. Так что ждите новую жизнь, она неизбежно наступает, хотите вы этого или нет, она совсем скоро придет. А я вам желаю удачи, успеха. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, приходите учиться, покупайте книжку-малышку. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал второй вариант, всем привет. Что-то я кашляю сегодня, простите. Будем смотреть сейчас вашу историю, а в конце вашего варианта откроем книжку-малышку с посланием для вас. Купить книжку-малышку можно, написав нам по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Вот. Значит, выпало две сразу карты у меня из колоды, пусть они лежат. Что-то в них там есть для нас интересного, наверное. Так, раз, два, три, 4. Ну и выложим еще дополнительные карты, которые тоже могут быть нам полезны. Так, ну, поехали. Второй вариант. Значит, вот у нас выскочили карточки, да? Вот выскочил рыцарь кубков, который говорит: вау, наслаждайся жизнью, жди хороших новостей, каких-то классных новостей по поводу денег. Я не знаю, или тут кому-то дадут деньги, принесут, или какие-то послабления финансовые будут в том числе. Или решится какая-то проблема, которая очень сильно вас волновала. Какой-то здесь такой контекст. Так, с чем вы вошли в убывающую луну? Второй вариант. Вошли вы в состоянии полной боевой готовности. Вошли вы туда с мыслями о том, что я во что бы то ни стало, сделаю то, что я хочу. Здесь какие-то очень амбициозные планы, которые вы только-только начинаете реализовывать, и большинство из вас начинает реализовывать пока только в голове. То есть есть какое-то устойчивое, классное намерение, которое диктует вам направление вашего будущего. То есть рисует перед вами какие-то картины. И в допах у нас 4 кубков. Видимо, вошли вы в этот период убывающей луны как человек, у которого давным-давно ничего не менялось. Вот вы привыкли жить так, как вы привыкли. Все вас вроде бы устраивало, да, вот все устраивало, и новые возможности у вас, их 150 штук было, но ни одна из них вам не подходила. Не знаю, может, люди, с которыми вы знакомились, вам не подходили, или что-то еще. В общем, что-то было не готово. А сейчас вдруг в вашей голове тыц, и случилось какое-то затмение, и затмение сказала: давай, иди делай. Вот вы вошли в этот период убывающей луны как человек, который абсолютно и тотально готов ко всему новому, и вы будете это новое делать. С чем вы выйдете из этой фазы убывающей луны? Вы выйдете человеком подготовленным информационно прежде всего. Вы выйдете с новостями, вы выйдете с какой-то информацией, которой вы вооружитесь и которую вы будете направлять уже непосредственно на решение каких-то семейных вопросов, судя по всему. Во-первых, так как это 10 кубков, это окончание какого-то глобального, очень хорошего периода в вашей жизни, но окончание такого добровольного, целенаправленного, ради того, чтобы начать что-то новое. Может быть, у многих из вас здесь подходит к концу какой-то период, не знаю, жизни с детьми взрослыми, или с родителями, или с близкими. То есть какой-то элемент сепарации я в этом вижу, что вы выйдете уже сепарированным от какой-то привычной вам среды, в какую-то новую среду. Что Луна уносит с собой? Совсем уносит, навсегда уносит. Никогда этого больше не будет в вашей жизни. Она уносит какие-то ваши планы, ради которых вы отказались в свое время от чего-то более глобального, возможно. Может быть, у кого-то из вас она унесет какие-то планы, которые вы вынашивали в своей голове, и вы будете действовать как-то по-другому. Но дополнительная карта нам говорит 9 пентаклей, то есть она, возможно, унесет историю какой-то длительной подготовки к чему-то, да, и в том числе она унесет точно
из вашей жизни, какой-то определенный этап, в ходе которого вы выбрали свою хорошую, счастливую, такую беспечную в каком-то смысле жизнь вместо каких-то сложностей. Вот здесь какая-то история начала нового этапа, когда человек понимает, что то, что у меня было, это классно, хорошо, но я хочу большего. Я ради этого большего готов оставить то, что у меня есть. Что вам принесет в итоге новолуние? Что вы получите от новолуния? Новолуние принесет вам, не знаю, кому-то принесет материнство, кому-то принесет женщину, жену, может быть. Не знаю, жену прям, или роль жены, может быть. Для кого-то принесет стабильность, уверенность в себе, какую-то возможность, когда вы будете получать удовольствие от себя, когда вы будете понимать, что вы наконец-таки выросли, повзрослели в чем-то, или о том, что вы как-то иначе воспринимаете жизнь, более так вот серьезно. Но здесь рассвет, такой мощный внутренний рассвет женщины, взросление женское, психологическое, физическое. Здесь в контексте мужского мировосприятия, женщина, жена, мать моих детей, там, не знаю. И вообще, кстати, для кого-то это мама. Вообще кому-то новолуние принесет, кстати, маму. Кому-то новолуние принесет маму. Не знаю, что это значит. И 8 кубков говорит об уходе. Да? То есть здесь интересный вопрос. Во-первых, кто-то из вас действительно покинет привычную для себя жизнь, покинет привычную работу, переедет в другое место. Кто-то получит для себя какие-то новые возможности, именно или от женщины исходящие, или для женщины, или от матери, или ради матери, не знаю, как здесь сказать. И с этими возможностями, с этим багажом выпорхнет буквально из гнезда в какую-то вот новую историю. То есть, видите, здесь такая тема у меня рисуется все равно про сепарацию от того, к чему вы привыкли. Про сепарацию от того, что вы очень хорошо знали и от чего вы не готовы были отказываться. И вот здесь этот период времени принес вам какие-то новые вещи, которые вас выбрасывают уже в какую-то более сознательную жизнь. Вот. Теперь переходим к книжке малышки. Значит, я вам предлагаю загадать сейчас вопрос. Любой вопрос, который является для вас актуальным вообще сам по себе, или который для вас актуален в рамках вот этого расклада. У меня лежит телефон с генератором чисел. Для первого варианта мы сгенерировали, сейчас будем генерировать для вас. И я вам зачитаю послание из книжки, оно будет опубликовано на экране, вы его тоже сможете увидеть и поразмыслить, потому что в этом послании для многих из вас какие-то очень важные могут содержаться вещи. Вот. Итак, у нас сгенерировано число 140. Вот такое красивенькое получилось число 140. Сейчас я запишу ваше число 140, чтобы его не потерять потом в монтаже. И прочитаю вам ваше послание. Так, страничка книжки малышки у нас под номером 140. О, боже мой, какая интересная штука. Смотрите, вот что вам вышло. Ну, я покажу это на большой картинке. Значит, вам вышла страничка под названием «Воспоминания». Если и нужно о чем-то тосковать, то только по ярким моментам, прожитым в детстве. Бережно храни эти воспоминания, будь то фотографии или люди, а может быть памятные тебе места. Именно в них сокрыт ты настоящий. Именно в них сокрыт твой невероятно сильный внутренний стержень, и ты можешь пользоваться им, когда захочешь. Он всегда будет ждать тебя, пока ты о нем помнишь. Вот такая интересная история. Я уж не знаю, это магия или волшебство или что. Но здесь мы говорили о том, что вы покидаете привычный ореол обитания. И книжка-малышка говорит вам о том, что держите эти воспоминания о своей жизни, уже о прошлом вашем, я хотела сказать, в своей голове как нечто очень ценное и памятное. Потому что, в принципе, это место или это организации, или эти люди, или что-то еще будут ждать вас всегда, в принципе. Вот такая история, ребята. Так что нажимайте на ссылку в описании этого видео, пишите нашим админам, чтобы купить для себя книжку-малышку и черпать для нее вдохновение каждый день. А мы переходим к варианту номер 3. Вариант номер 3. Всем привет. Вот такой красивый у вас, сияющий хрустальный шарик. Кстати, хрустальный шарик, который принадлежал
магическому, маленькому, красивенькому, юному тарологу. Дальше этот шарик подарили уже взрослому мужчине, а потом он перепал мне. Так. И мы смотрим третий вариант. Что же будет тут у вас? Что же будет тут у вас? Выложу сразу еще дополнительные карты, чтобы нам было что здесь интересного еще посмотреть. Так, ну что, поехали. Третий вариант. С чем вы вошли в период убывающей Луны? С чем вы вошли в период убывающей Луны? Вошли вы, ой, десятка кубков говорит, вошел ты, как будто и не выходил оттуда никогда, говорит десятка кубков. Вошли вы туда в хорошем настроении, в ощущении, что в вашей жизни заканчивается какой-то важный рубеж, в чувстве абсолютного довольства, радости, счастья, в окружении каких-то любящих вас людей. Все-таки здесь у нас на карте семья, то есть все здесь прекрасно. Любовь, дружба, взаимопонимание и так далее. И дополнительная карточка говорит нам тройка кубков. Вошли вы не только с семьей и с прекрасными ощущениями, вошли вы еще с удовольствием от общения с какими-то близкими вам по духу людьми. Видите, у нас тут 3 девочки сидят такие красивенькие, может быть, у кого-то есть 3 мальчика. В общем, вошли вы в период полный счастья и удовольствия, как бы ни было, как бы вам ни казалось. С чем вы выйдете из этого периода? Повешенный говорит о том, что выйдете вы из этого периода в состоянии, наверное, зависимости и стагнации какой-то, в состоянии, не знаю, необходимости, может быть, пересмотра, или у вас уже будут какие-то идеи. В общем, здесь какое-то ожидание, готовность отказаться от важных для вас вещей, принести в буквальном смысле что-то в жертву из того, что вы очень любите и цените, ради получения каких-то идей. Вообще выйдете, вернее, из этого периода в состоянии, может быть, даже какой-то дезориентации немножечко, потому что у нас здесь паш мечей, какая-то информация. Здесь какая-то, может быть, дезориентация или какая-то информация очень важная, которая приоткроет для вас понимание чего-то. То есть, может быть, понимание вашего будущего, потому что все-таки паш мечей у нас здесь это история про будущность, да, это анализ, это сбор информации, это необходимость как-то вот резко действовать, отстаивать свое. В общем, какая-то здесь будет некоторая стагнация, ожидание, опять же, ничего не происходит. Ни хорошее, ни плохое. Как было, видимо, так и будет. Что Луна уносит из вашей жизни с собой? Навсегда уносит, этого никогда не будет. Уносит с собой она уединение. Уединение, какую-то замкнутость, наверное, нежелание ни с кем сближаться, никуда ходить, контактировать с кем-то, желание побыть наедине с собой, чтобы никто меня не трогал, короче, не трогал. И в допах у нас жрица. Но точно здесь, если речь идет о женщинах, вот эта луна убывающая будет уносить ваше одиночество или вашу свободу, или вашу уединенность. Считайте, как хотите. Как вам больше нравится, как лучше звучит. Ничего этого не будет. Здесь, скорее всего, какая-то у нас вмешивается очень интересная парадоксальная история, потому что вошли-то вы в период с семьей, там, с друзьями и так далее, уносит она от вас состояние какого-то созерцания. То есть я так предполагаю, что в третьем варианте перед нами человек, очевидно, который, конечно же, очень дружелюбный, контактный, но внутри очень глубочайший такой интроверт. Человек, у которого есть в буквальном смысле какой-то внутренний свой храм души. И вот для того, чтобы этот храм души питать постоянно, нужно находиться в некоторой изоляции от социума. И вот эта изоляция, она закончится. Абсолютно. И, кстати, стагнация какая-то закончится, в том числе, когда какой-то добровольный ваш уход, не знаю, может быть, от работы, может быть, кто-то здесь из вас увольнялся,
а теперь вы бы захотели работать, и поэтому у вас тут начнутся процессы развиваться. Может быть, кто-то здесь устал уже от нахождения на какой-то дистанции от мирской жизни, и вы захотите в нее вернуться. Вот какой-то здесь такой процесс. Что вам принесет новолуние? Третий вариант. Новолуние принесет вам очень хорошие позитивные новости, говорит рыцарь кубков. Какую-то встречу принесет вам новолуние. Во-первых, новолуние принесет вам удовольствие от того, что вы смогли сберечь для себя что-то ценное. Кто-то из вас, может быть, реализовал какое-то очень ценное свое желание. Тут, видите, у нас на ноге пентакль нарисован. Ой, боже мой, на ноге нарисован пентакль. Здесь у него банка какая-то. То есть здесь какие-то хорошие, благоприятные новости финансового характера и вообще новости о каком-то деле, которое вы долго делали. Вы будете испытывать удовольствие от процесса. И в допах у нас тройка жезлов, которая тоже, в общем-то, свидетельствует о поездках в том числе. Поэтому, наверное, я бы сказала, что новолуние принесет вам очень благоприятные новости, информацию о расширении вашего дела, об улучшении вашей работы. Кто-то здесь работу может найти очень хорошую, а кто-то может действительно куда-то поехать. Или, во всяком случае, прям вот ждать встречи с кем-то, потому что тройка стоит у нас на месте и встречает вот эти корабли, заходящие в порт. Да? Какая-то информация, подкрепление какой-то новости. И кто-то после этого должен куда-то приехать. Поэтому здесь ждите с новолуния, что в вашей жизни начнутся какие-то позитивные очень перемены, которые будут приносить вам удовольствие. Вот. Ну и теперь я предлагаю вам загадать какой-то вопрос для себя. Я сейчас рандомно вытащу, сгенерирую циферки. Циферки сгенерирую здесь рандомно. И мы с вами посмотрим мистическое послание из книжки «Малышки», которую вы сможете купить, если напишите нашим админам по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Вот. Поэтому загадывайте свой вопрос и давайте смотреть, что у нас получилось. И получилась у нас страничка под номером 209. Такая красивая история. Страничка под номером 209. А что же у нас там есть? Это практически... Слушайте, это конец книжки, ребятки. О, я вас поздравляю. Картинку опубликую здесь в видео. Вы ее сможете почитать. Значит, третьему варианту вышла страница под названием «Спираль». Здесь книжка «Малышка» устроена таким образом, что на одной страничке у нас название, и к названию, к тексту вернее, идет страница с картинкой, с фотографией, с изображением. Такие медитативные вещи, которые рассчитаны на людей, интересующихся различными практиками, да и вообще интересующихся релаксацией, расслабить свой мозг от этих бешеных новостей. Значит, в вашей книжке «Малышки» написано «Спираль». Называется ваше послание. Конец, а потом новое начало. И так по кругу. Так устроена жизнь. Просто не зацикливайся на неудачах и утратах. Продолжай идти дальше. Твой путь еще не окончен, и впереди много хорошего. Так что, девочки и мальчики, это послание говорит вам о том, что, вероятнее всего, вы входите в какой-то определенный этап своей жизни, который выводит вас на совершенно новый какой-то уровень, что впереди у вас много интересных событий, и как положено, по законам жанра, когда все события в жизни хорошие, то и все остальные события в жизни тоже хорошие. То есть если вы в своей жизни уже переживали какие-то хорошие события, значит, вы будете переживать их снова, только уже совсем по-другому. Если у кого-то из вас какой-то промежуток времени была череда каких-то неудач, то сейчас самое время переосмыслить эти неудачи и сделать все для того, чтобы они больше никогда не повторялись, и двигаться вперед с открытым сердцем. Вот такое у меня для вас послание. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч.